Друзья, всем привет! Рад видеть вас на своем канале в качестве зрителей, комментаторов. Выражаю огромную благодарность всем тем, кто постоянно поддерживает, смотрит. Сегодня только начал говорить, и мне дали понять, что я здесь немножко мешаю, хотя стал так на уголке. Погоду вы видите, 14 градусов, лед продолжается, перезимовали очередной раз, то есть ночью были морозы до -2. Это все при цветущих садах. Отцвели, цветут непосредственно вишни, начинает набирать цвет яблоня груша, но еще не выпустила цветки. Стоит обалденный запах на пасеке такой пыльцы, ароматной садовой пыльцы. В этом видео речь пойдет о важных вопросах, нюансах мая месяца, сегодня 2 число, которые нельзя пропустить, которые обязательно нужно учесть для того, чтобы у вас все было окей. Более подробные моменты есть в каждом видео, которое я оставлю в рекомендации. Если у вас есть частные случаи, которые вы бы хотели показать, разобрать, вы можете подписываться в телеграм-группу. Там всегда по возможности, как только выкладываете, нахожу время, отвечаю на вопросы. А почему не будем говорить о чем-то одном? Потому что много видео есть и часто спрашивают, что я просто выбрасываю, говорю, вот здесь посмотрите, потому что здесь вы найдете ответ, чтобы не повторяться. Сейчас у начинающих пчеловодов масса вопросов. Одни спрашивают о том, как расширять, потому что холодно и не знают, как правильно поступить, расширить или нет. Другие, боясь расширить, видят уже роение. Третьи спрашивают, как бороться с роением. Четвертые спрашивают о медосборе, как непосредственно подготовиться к медосбору, чтобы взять максимум меда. И 5-й вопрос — это что делать со слабыми отводками, подсиливать их сейчас печатным расплодом или же нет. На все эти вопросы я дам четкие ответы. То есть это видео больше, можно сказать, как такой календарь пчеловода, как просили, по сезону снимаю, чтобы подсказать вам. Итак, по расширению. Что я делал, как расширял, я показывал в своем прошлом видео, как я расширяю семьи по холоду. Если у вас еще холодно и вы понимаете, что все равно расширять нужно, то есть необходимо что-то делать для того, чтобы семья не зароилась, не уперлась. Почему необходимо расширение? Потому что у нас в корпусе есть печатный расплод, который выходит практически каждый день. Новые пчелы появляются, старые, если холодная и нелетная погода, не могут вылетать, покинуть улей. Соответственно, улей наполняется, им даже негде сидеть. Как происходит? Ну, дам такие лайфхаки, некоторые нюансы. Как я делал? Перед холодами я в тех семьях, у которых у меня, ну, не об этой десятке речь идет, у меня в основном 12-рамочные ульи. Они-то и позволяют мне вот в такое межсезонье, точнее, холодное начало весны, бороться с различными нюансами за счет своего объема. 12 рамок это не 10. 2 рамки это существенно. И вот я сейчас не нахваливаю 12-рамочники, просто говорю, как я делаю. 9 рамок поджаты были под холода, все хорошо, корма у них есть, порядка там 6 рамок, 7 рамок расплода, где-то уже даже на кормовых рамках позасеивали и так далее. Я смотрю по объему пчелы. Похолодало, пчелки чуть-чуть поджались, я открываю крышку и смотрю, что у меня происходит под крышкой улья. Ну, давайте здесь слабая семейка, отводочек стоит, вам будет видно. Значит, у меня в 12-рамочном улье есть сколько-то вот так вот рамок. Я смотрю крайнюю рамку, сколько на ней пчел. Если у меня стоит заставная, я ее убираю перед холодами, она уже ни к чему абсолютно, и оставляю вот здесь пустое место, 1-2 рамки. Что происходит? По холодам, когда пчела выходит, здесь наполняет все рамки и может все обогреть, происходит такой нюанс. Все пчелы выкучиваются свободные вот сюда на крайнюю рамку. И если им места там мало, они начинают делать такие специальные фестоны, такие специальные цепочки. Что это такое? Это мостики, то есть они цепляются лапками и делают такой переход. Делают они это для геометрии, для того, чтобы им определить расстояние и правильно построить соты, для того, чтобы не просто там потянуть, а потом окажется, ой, не там построили. Это специальные такие параметрические свойства пчел, пчелиной семьи. То есть, если мы убрали, оставили здесь свободное место, мы можем открыть крышку и через пленку увидеть, что если появились такие образования пчел, значит, они начинают здесь организовывать это пространство. Вот здесь в этом улье мы видим, тут 8 рамок всего стоит, и вообще пчел на крайней рамке на этой нет. По-моему, перезимовало 4 рамки пчел, поэтому они еще не занимают полный корпус. Вот, в общем-то, по
пчелам на крайней рамке и между стенкой, я ориентируюсь. Если там уже все забито, значит подставляем вощинку. Каким образом? Порядка 2 рамок отставляю, либо одну отставляю и вставляю вощинку, для того, чтобы медоперговая рамка, в которой есть свежая пыльца, оставалась все же кроющей, как это свойственно природно пчелам, а вощинку ставлю, получается, на край расплодного гнезда. По холодам это не переохладит расплод и никоим образом не помешает. Все семьи, в которые я подставил таким образом вощину и расширил, некоторые до полного корпуса расширял, некоторые просто +1 вощина, у кого-то +2. Вся вощина, я сегодня пересматривал все семьи, вся вощина оттянута идеально, ячейка в ячейку, несмотря на то, что все эти дни, вы знаете, какая была погода, дожди, холода, морозы по ночам, пчелы не летали практически вообще. И таким образом мы получили расширение, независимо от того, что было холодно. То есть пчелы не ощутили того, что действительно их поджало, подперло и так далее. Исключение составила у меня одна вот эта семейка, которая здесь стоит в 10-рамочном улье. Семья развилась гораздо быстрее, она там зимовала очень сильно, развилась. По холодам я ей давал 2 вощинки. О, видите, я им только магазин сегодня поставил, а он уже полный магазин пчел. 2 рамки расплода я отсюда забирал, давал в другую семью. Там у меня есть еще отводки зимовалые. И сюда ставил 2 вощины. Это не помогло. Семья пошла в роение, были замечены мисочки с яйцом. То есть только яйцо, буквально там сегодня-вчера матка его туда положила, буквально 3 мисочки. Но это уже начало роения, которое не остановить. Срыванием просто этих мисочек мы ничего не получим. Значит, в таких семьях делаем какие-то противороевые меры сразу же. Какие противороевые меры? Первое, самое распространенное для увеличения пасеки, в том числе, это отводок. Просто берете эту матку с рамочкой там открытого, печатного, неважно. Просто берете 1-2 рамочки, делаете в ящик, в новый улей, сделали отводочек. Здесь через время пересмотрели, если у вас маток нет, если еще по сезону их нет, свежих этого сезона, либо же у вас нет запасных, вы смотрите, там роевые поубирали, оставили 1 маточник, 2, 3 можно оставить на первом этапе. Потом уже туда дальше, через 6 дней оборвали все лишние, оставили 1-2 маточника свищевые, для того, чтобы вышла ваша новая матка через какое-то время по своим срокам. Это первый способ. Второй способ — это изолировать матку в изолятор. В изолятор заизолировать, а потом все абсолютно маточники, если они потянут роевые, если на раннем этапе изолировать, то, как правило, это останавливает роение до выпуска матки. И если матку месяц не выпускать, то, в принципе, никакого роения в этой семье не будет. Я поступил именно таким образом. В центре заключил матку в изолятор Миленина, оборвал те мисочки, которые были с яйцами. И сейчас у меня пчелы поднялись в магазин и несут нектар. В этой семье был замечен нектар. Они сейчас поднимут из гнезда то, что у них там разложено, освободят место и будут просто заливать. А я буду контролировать, когда они будут пополнять этот магазин. Ну и еще один способ избежать роения, если у вас еще нет признаков конкретного уже состоявшегося, да, факта откладывания яиц, просто есть мисочки, как-то там проявляют, вы видите, что проявляют много труда, засеивают и так далее, то в таком случае вы просто можете расширить семью гораздо больше. У меня несколько семей уже подросло сегодня после осмотра до 2 корпуса, до магазинного надставки. Это те семьи, которые абсолютно нормально себя ведут, но их там очень и очень много пчел, поэтому они уже имеют вот такие магазины без каких-либо приукрашиваний, обмана и чего-то еще. Эти магазины я поставил сегодня в 12 часов дня. Сейчас 7 часов вечера. Это, к слову, о том, переходят в магазины, не переходят, там плохо идут и так далее. У меня магазин уже полон пчелы, потому что есть своевременность определенных работ. Если мы подставляем, вот они, видите, уже есть напрыск в рамках, то есть уже начинают они сюда складывать нектар, потому что он есть, он идет, этот нектар, именно в такое время и ставится магазин, делается расширение. По поводу расширения у меня также есть отдельное видео, я его добавлю в рекомендациях, вы его сможете посмотреть, я там рассказываю подробности. Сейчас, что касательно вот именно вопроса по расширению. Значит, есть такой нюанс. Соловей поет, надеюсь, он вам не мешает. Сидит он прям на верхней веточке яблони. Ну, такая вот природная музыка получается, природный фон.
прекрасный. По поводу расширения, друзья. Значит, некоторые расширяют вот такие 10-рамочные вторым корпусом, потому что вроде как пчел мало в десятке, хотелось бы больше. И если нет конкретного медосбора, начала активного такого выделения нектара, это может быть рапс или клен, или ну, какие-то весенние, может быть, травы у вас есть и так далее. Я не буду заострять внимание на конкретных названиях. Суть в том, что это должен быть какой-то нектаронос, который может давать достаточное количество нектара, чтобы это шло не только на развитие семьи, но еще и на откладывание этого нектара в рамки, как лишнего. То есть это называется привес. У меня 3 улья стоят на весах. Одни такие у меня самодельные из бытовых весов. Здесь я запоминал, вес был 37,4 килограмма. 34,7, да, ну, пока не изменился, также 0, то есть какого-то привеса я на них не вижу, но они не очень точные. Есть у меня точные электронные весы с GSM-модулем, там смс-ка приходит, вечером обязательно оценю, посмотрю ситуацию, что и как происходит, то есть начало уже где-то поле выделять или нет. Поэтому, друзья мои, самый важный момент по расширению. Нужно знать свою медоносную базу, особенность своих пчел. Породистые они либо какие-то, может быть, больше дворовые, так сказать, цыганки и так далее. Почему? Потому что самовывод такой какой-то и просто вот такие цыганские всякие матки, они очень часто бывают из раев, из раевых отводков, свищевые могут быть плохого качества. Приводит все к тому, что начинают роиться очень рано. Буквально вот только чуть-чуть и уже зароились. Вот это, кстати, хваленая матка от хваленого, перехваленного матковода Украины, который там на вес золота, очередь у него большая и все остальное. Короче, лупит она прекрасно, но они зароились. По роевому признаку она мне не понравилась, реально не понравилась. Одна матка там не может никак раскачать корпус, она практически вообще не сеет. Это открываю, там, ну там нет засева. Пчелы есть, а засева нет, они пытаются ее на тихую смену повести и так далее. Какая-то бракованная. А это налупила расплода, а толку пошла в ройку. То есть, ну, мне не понравились его матки, если честно. Первый раз взял и... Пока что, ну, есть и хорошие экземпляры. Посмотрим, что дальше будет с ними. Может, они тоже открою, а они уже зароились. То есть, они там магазины получили. Ну, посмотрим, что будет дальше. Итак, по поводу расширения, значит, вернемся к системе. То есть, если вы знаете своих пчел, что они у вас не роеливые, не бывает так, что только набрали корпус и сразу оттянули роевые маточники. Если вы знаете, что вы можете нарастить, погода позволяет, вы можете второй корпус поставить, поднять расплод и так далее. То есть, расширять по корпусно. А если вы хотите расширять вот так вот, как я, по магазинно, то есть у вас в гнезде находится нижний корпус гнездовой, вы потом ставите магазины под мед. Для этого должна быть медоносная база. Вы должны знать, что в момент постановки магазина у вас плюс-минус совпадает с поступлением массового количества нектара. Потому что в данном случае у меня именно так и работает. Ранний рапс с 1 мая начинает зацветать. Сейчас там он оттягивается буквально на несколько дней из-за холодов, и на него даже повлияло. То есть, ну, будет чуть-чуть попозже, пару-тройку дней, там надо съездить на поле, посмотреть, сориентироваться. Но такая система ранневесеннего взятка, она позволяет как раз получить из полного корпуса пчел, который уже набит пчелой, получить дополнительно пчел в обслуживание магазина и по магазинно наращивать. Если семья продолжает исключительно идеально работать в корпусе и пчелы просто занимают магазин и делают мед, то так и оставляем. Если же начинается там какая-то ерунда с роением или какие-то подозрения на это, можно изолировать матку в корпусе и продолжать наращивать корпуса под магазины под мед. Откуда они будут наращиваться? Пчел-то полный корпус печатного расплода. Ну, в этом корпусе где-то, наверное, печатного 8 рамок точно есть. И будет еще печатный, потому что она те 2 вощины, что я поставил, на их засеяла. То есть у меня там, по сути, 9 рамок печатки из 10. Естественно, сейчас пройдет какое-то время, пока рапс будет еще идти. Все эти пчелы выйдут, они займут еще один магазин. И так как матка в улье, роевых маточников у них нет, они будут продолжать работать без проблем. У меня уже так было в прошлом году. 2-3 магазина, они работают, собирают мед и являются очень медовитыми. Такие пчелы, которые вот набрали быстро, склонны к бурному развитию, роению. Это самая такая классная порода, здоровая. Но да, вот раннее роение, к сожалению, избежать не удалось. Но это всего лишь одна семейка. Остальные работают в полную мощь. Значит,
С расширением, я думаю, тоже разобрались. Как именно расширять, все зависит именно от вашей технологии. А далее, по медосбору. Очень много задавали вопросов, как же собрать ранний весенний мед. Вот как раз эти вопросы по поводу корпусов 6, 8, 10 рамок и все остальное. Ситуация, уже рассказывал, еще раз повторюсь, как раз таки очень интересная. Вы должны знать, когда в вашем регионе начинается первый медосбор. С чего он? Может, у вас ива дает хорошо, может быть, клен дает бешеное количество нектара, верба, вербовый мед. Для того, чтобы собрать вообще на ранних этапах, вам нужно, чтобы у вас было 6-8 рамок. Тогда у вас пчелы там обсижены, все нормально, вы не выстужаете гнездо, и у вас они поднимают мед наверх. Вы собираете этого меда не очень много, но он у вас компактно находится в магазинных полурамочках, потому что, ну, либо там в целых рамках, потому что в таком случае он компактно раскладывается, а не размазывается, как, скажем, в лежаке. Если вы поставите лежак 20-24 рамочный, то, естественно, вы туда никакого ранневесеннего меда не соберете. Где он будет находиться? Ну, вот если взять рамку на 300, да, хоть какую берите, хоть на 300, хоть на 230. Вот она у вас рамка, скажем. Расплод будет находиться вот в этом месте. Вот здесь они все вам зальют этим медом. Что вы с ним будете делать? Качать с печатным расплодом или еще чего-то. То есть они распределяют ранний мед именно там. Если это будет малоформатный улей, тогда они его будут поднимать вверх при вашей правильной работе, когда вы вовремя все это подставите. Соответственно, корпусная система, вообще система ульев должна ориентироваться на ваши конкретные условия. И те, кто говорят, да нет, вот лучше то, вот лучше это глупые люди, которые не могут подытожить какую-то информацию, которые говорят исключительно, как кулик свое болото хвалит. Они в своих условиях попробовали, им было вот так нормально. Я когда пчеловодил в Донецкой области, у меня там особенность была в том, что рапса именно в области не было вообще. Именно в моем регионе он был, но у меня не было. Я узнал об этой заразе только здесь. Значит, у меня не было рапса, и у меня была первый серьезный взяток был с акацией. И вот представьте, 12-рамочники на акацию. На акацию у меня выходило так. Я делал следующим образом. Корпус развился полностью, уже вот как раз там на начало мая, где-то 5-10 число, уже вообще там трещали ульи. Я их сильно не раскармливал, все шло своим ходом, чередом. Второй корпус ставлю, часть расплода поднимаю вверх, вощина, расплод, и все это расширяется до конца мая. В конце мая у меня 2 корпуса пчел, какая-то может быть там рамка 2-3 реально оттянуты только под нектар, были семьи, которые каштановый мед приносили, какие-то еще травы собирали, то есть небольшое количество, то есть какую-то рамочку реально такой свежей оттянутой вощины с свежим весенним нектаром я мог еще оттуда дернуть. Но в основном схема была такая: 2 корпуса пчел, это орда, она накидывалась ей 1, 2, 3 магазина, полностью собирали все в эти магазины и в те рамки, из которых свежая там вощина вышел расплод, все заливали акацией. Вот так на акацию выходили. А какие были форс-мажоры? Плохая погода на акации, естественно, они все зароились. И потом с этими двухкорпусными ульями не знаешь, что делать. Поэтому в данном случае у меня ситуация изменилась. Я перешел, я подстроился под другие условия, потому что у меня получился ранний взяток. Я использую теперь такую систему: корпус, магазин. Вот и все. Значит, такие нюансы. Следующий момент: как же собрать максимально меда вот на раннем или на позднем взятке. Я же привел только один пример по поводу акации. Как сделать вот здесь? То есть вы видите, да, что какой-то уже у меня корпус стоит с магазином, какие-то корпуса нет. Выравнивать ли семьи на медосбор и как вообще все это правильно сделать, чтобы действительно собрать мед в большом количестве. Нужно, вопрос такой задавали, нужно добавлять печатного расплода в семьи, делать медовики, либо же ослаблять семьи от печатного расплода, ставить в слабые семьи перед медосбором, для того, чтобы уравнять, и тогда бы все собрали одинаковое количество. Самое главное, что хочу заметить по поводу медосбора и действий ваших перед медосбором, что необходимо сделать правильно. Необходимо понимать, что в медосборе будут участвовать только те пчелы, которые от выхода из ячейки, от своего рождения, пробудут в улье минимум 10 дней. Вот как они от рождения, им 10 дней исполнилось, если жуткий медосбор стоит, на 11-й день они уже могут потихонечку включаться в медосбор. И на 12-й, 13-й полноценно становиться летной пчелой, сборщицей нектара, фуражировать за медом.
Значит, в таком случае вы должны понимать, что печатный расплод, который вы поставили, он должен до медосбора обязательно выйти и пройти еще 10 дней. То есть там промежуток идет, если вы ставите рамку, прям, которая пчелка только-только вот вообще лупится, значит, для такой рамки пчел медосбор настанет через там 10, условно, 12 дней. Если вы ставите просто печатную рамку и не знаете, когда она там запечатана конкретно, может, ее запечатали только что, может быть, вчера, может быть, 3 дня назад, то, соответственно, добавляется определенное количество дней ожидания созревания этого расплода. Поэтому печатный расплод, добавленный в семьи, это 10-20 дней до момента начала вашего медосбора. То есть этот печатный расплод не будет участвовать весь в конкретном медосборе, перед которым вы делаете. Другими словами, если вы собираетесь собрать рапс, который начинает цвести 1 числа, то уже 20 апреля у вас семьи сформированы на этот медосбор. Все, что выйдет до 1 мая, оно может уже позже включаться в медосбор. Если рапс будет цвести с 1 мая по 31 мая, условно, то какой-то вышедший расплод пчелы будут участвовать сразу на первых днях, какой-то будет участвовать с 10 мая, какой-то с 15 и так далее. Суть понятна. Поэтому не нужно думать, что если вы туда пчел стряхнули, либо же печатку поставили, то прям все они будут у вас обязательно собирать мед. По поводу слабых семей было такое, где-то кто-то предлагал, и у меня спрашивали, если взять и от слабых семей забрать печатку, поставить в сильные, сделать таким образом медовики, больше соберут меда и так далее. Но смотрите, дело в том, что в медовиках тоже есть один нюанс и недостаток. Да, семья, которая действительно огромная, большая, она соберет меда больше, потому что пчелы будут задействованы именно на этот лед. Но потом с этим медовиком тоже могут быть нюансы по количеству клеща, по тому, что делать дальше с этим медовиком, делить его и так далее, то есть играться в основном. Как правило, промышленные пасеки, у которых большое количество ульев, они никогда не делают семьи больше или меньше, обычно все уравнивают для того, чтобы прийти к тому, что подошел, так понакидывал, и примерно плюс-минус у вас там все одинаково. Не нужно пересматривать семью для того, чтобы принять правильное решение по ее расширению. Но вы можете попробовать в своем регионе сделать и так, и посмотрите, что будет. Но ни в коем случае от слабых семей печатный расплод забирать нельзя, потому что если вы сегодня забрали рамку печатного расплода, это значит, что те пчелы, которые потратили силы, энергию и свои жизненные ресурсы на выкармливание этого печатного расплода, через неделю-две они погибнут естественной своей смертью, а тот печатный расплод, он их не заменит, а будет добавлять молодой пчелы в той семье, куда вы их поставили. Соответственно, происходит такая ситуация, что семья у вас просто вымирает без печатного расплода. Ставить ли в какие-то семьи, чтобы как можно больше набивать пчел? Но опять же, вам тогда нужно работать покорпусно, то есть у вас будет 2 корпуса пчел, непосредственно там расплодное гнездо, печатный расплод и так далее. А потом вы будете нагромождать корпуса и магазины. Тогда нужно думать о том, как вы это будете делать. На стремянки там залазить или еще что-то. То есть нюансов очень много. Иногда задают разные вопросы. Ну и такой итог, что же сейчас делать конкретно с семьями. Если погода позволяет, необходимо сейчас на этом этапе обязательно все семьи пересмотреть. Просмотреть наличие расплода, как сеет матка, если пчел много, посмотреть наличие каких-то уже роевых признаков, принять решение по расширению. То есть сейчас мы расширяем семьи активно для того, чтобы они не зароились. Готовим их на медосбор, оцениваем состояние, оцениваем сроки медосбора. Если же семья сильная, вот как у меня это была, и медосбор у вас не предвидится в ближайшие 2-3 недели, вы можете отсюда печатный расплод забрать. Ну, не прямо на выходе, но пару рамок печатного расплода куда-то раскинуть по слабым семьям, для того, чтобы уменьшить количество молодой незадействованной пчелы в улье. И, соответственно, готовиться таким образом к медосбору. Обязательно сейчас делайте максимальное количество рамок гнездовых, магазинных, какими вы там пользуетесь, какие у вас в системе использования есть, для того, чтобы у вас обязательно все это было. Потом вы подходите, видите что-то не так с семьей, либо вообще рой вышел, полетел. Вам нужна прежде всего инвентарь. Нужны ульи, ящики, нужны рамки, вощина, чтобы все это было заготовлено. Чтобы это не так было, что вы там взяли пчел, не знаете, что с ними делать, ни рамок, ни вощины, ничего нет. Все заблаговременно нужно подготовить. Я думаю, что эти советы, которые касаются многих тем, но все они именно в мае актуальны,
помогут вам не допустить ошибок и максимально использовать свои семьи на медосборе, не допустить роения и сделать такую максимальную эффективность на вашей пасеке. Спасибо всем за внимание, всем удачи, мира, здоровья, пока.